Суды Польши направили дела 16 обвиняемых в шпионаже на Россию. Задержанные устанавливали веб-камеры на маршрутах транспортировки западной военной помощи Украине и пытались установить на них GPS-трекеры. По данным прокуратуры, подозреваемые также вели антипольскую пропаганду и готовили диверсии. Им грозит до 10 лет лишения свободы. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Перемирие в секторе Газа отсрочили минимум на день. Боевики Хамас тянутся списком тех, кого готовы освободить. Мы будем готовы сделать все, что потребуется. Российский политик украл ребенка из Херсонской области. Это считается военным преступлением, а Путин очень переживает за мир и палестинских детей. По детскому телу без наркоза это не потрясает? Российский пропагандист погиб в Запорожской области. Пропаганда врала, что ранения несерьезные и угрозы жизни нет. Действительно большая трагедия каждый раз гибель журналиста. Дорогие зрители, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. Перемирие Израиля и Хамас задерживается еще на один день. Боевики так и не передали список заложников, которых готовы освободить. 4-дневное прекращение огня между Израилем и Хамас должно было начаться этим утром. Стороны прорабатывают последние логистические детали. Сегодня мы провели беседу с начальником Генерального штаба Израиля и всеми командирами бригад. Мы не знаем, когда начнется прекращение огня. Мы будем готовы сделать все, что потребуется. В данный момент мы сосредоточены на войне. То, что мы сделали сегодня, это выявление туннелей Хамаза и их уничтожение. Это то, что мы будем делать в ближайшие часы. И мы будем продолжать до тех пор, пока не дойдем до стадии, когда нам придется остановиться. Во время перемирия Хамас обязался освободить 50 заложников из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на территорию Израиля 7 октября. Их обменяют на 150 палестинских заключенных. Израильские власти объявили, что перемирие может быть продлено, если боевики освободят больше заложников. Тем временем, как палестинский источник сообщил Рейтер, что к концу месяца Хамас может освободить до 100 человек. Эти договоренности являются явным доказательством того, что Израиль готов пойти на далеко идущие шаги. Мы освобождаем террористов, которые были осуждены за причинение вреда израильтянам, в обмен на женщин и детей, которые были жестоко похищены из своих домов боевиками Хамаса. Такова сделка. Но не заблуждайтесь, как только пауза закончится, мы продолжим движение к нашим целям с полной силой. Мы не остановимся, пока не ликвидируем весь террористический потенциал Хамаса и не добьемся того, чтобы он больше не мог управлять Газой. Военно-воздушные силы Израиля за прошедшие сутки нанесли удары примерно по 300 объектам в секторе Газа. Среди этих объектов командные центры, туннели, склады оружия, места его производства и позиции для запуска противотанковых ракет. Тем временем, как эксперты говорят, для Хамас грядущее перемирие – это попытка выиграть время, перегруппироваться и отсрочить свой потенциальный разгром. Поэтому боевые действия затянутся. Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что война будет продолжаться и после освобождения сейчас 50, и после следующей сделки. И она будет продолжаться до тех пор, пока не будет зачищена вся Газа, и север, и юг ее от Хамаса и от его режима. Учитывая, что у них есть тенденция смешиваться с гражданским населением, переодеваться во врачей, медбратьев и так далее и тому подобное, из-за этого это, конечно же, займет много времени. Никто не сдастся, никто не выйдет, с поднятыми руками, и придется их отлавливать по туннелям, по больницам, по каким-то гражданским учреждениям, среди беженцев, которые сейчас находятся. Кто-то, возможно, уже сбежал в Синай через подземные туннели, которые ведут из Газа в Египет. То есть эта война продлится еще немало времени, нужно быть к этому готовыми. Путин потрясен масштабами истребления гражданского населения в секторе Газа. То же самое он делает и в Украине, но для кремлевского диктатора это уже обыденность. На онлайн-саммите G20 он сравнил войну в Украине и в секторе Газа и в очередной раз утверждал, что Россия готова к переговорам. Это Украина не хочет с ним говорить. Показанные на экране участники онлайн-саммита в это время сидели с каменными лицами, а премьер Индии Моди, который председательствует на саммите, опускал глаза и рассматривал что-то на столе. Некоторые коллеги
уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? Жертвами российской агрессии в Украине стали десятки тысяч человек. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией детей, после чего Путин долгое время боялся высунуть нос за пределы России. Но сегодня он прибыл на саммит ОДКБ в Минск. Лукашенко явно по хозяину соскучился. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Тем временем журналистам стало известно о первом доказанном случае усыновления украинского ребенка крупным российским политиком. Расследование опубликовало важные истории. Глава «Справедливой России» Миронов удочерил похищенную из Украины девочку и поменял ей имя. В конце августа прошлого года пятая жена Миронова Инна Варламова и его заместительница Яна Ландратова увезли из детского дома на территории оккупированной Херсонской области 10-месячную Маргариту Прокопенко и 2-летнего Илью Ващенко. Международный уголовный суд может квалифицировать это как военное преступление и геноцид. Усыновление депортированных украинских детей в России – это преступление с точки зрения международного права. Это считается геноцидом и нарушает пункт Е статьи 2 Конвенции о предупреждении геноцида – насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. У этих детей нередко есть родственники или опекуны в Украине, которые потеряли с ними связь, а в случае воспитанников детских домов опекунами выступают должностные лица этих учреждений. По международному праву стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам сведения о пропавших и содействовать их розыску. Энергетическая система Украины находится в сложном состоянии. Укрэнерго впервые за долгое время сообщила, что потребление из-за похолодания выросло, а система в дефиците. Накануне по запросу компании Румыния, Словакия и Польша оказали аварийную помощь. Украинцев призывают бережно использовать энергию в течение суток. О том, что энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов. Официальную информацию о состоянии энергосистемы власти отказываются предоставить, сославшись на военное время. Но эксперты говорят, что генерация так и остается на уровне половины от довоенного, где она была в апреле. Для покрытия разницы Украина вчера уже привлекла аварийную помощь от стран-соседок. В течение 3 вечерних часов, когда потребление было наибольшим, в виде аварийной помощи поступала электроэнергия из Словакии, Польши и Румынии. По данным Укрэнерго, за последнюю неделю потребление электричества выросло на 11%. Для того, чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работал дополнительный еще один атомный блок и 2-3 блока теплоэлектростанций. Пока этих резервов у энергосистемы нет. Очередной российский пропагандист отправился на концерт Кобзону. Так называемый корреспондент России-24 Борис Максудов проиграл дрону на оккупированной Запорожской области. Накануне смерти он побывал также в роли корректировщика огня, сняв сюжет с временно оккупированного Шахтерска Донецкой области. Потом туда ударили дроны. Причем по доброй традиции пропаганда врала, что Максудов получил незначительное ранение и угрозы жизни нет. Но правду таки сказать пришлось.
Кремль отправляет их врать про войну, которую сам развязал, а теперь глубоко скорбит. Действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста – это трагедия, конечно, и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу МГТРК, всему корпусу военкоров. Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. И, конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать: ребята, будьте осторожны. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!